Друзья, представляете, я опоздала на поезд из-за пробок в Нюрнберге. Автобус приехал на вокзал позже, чем планировалось. Ну что поделаешь, сейчас сижу так элегантно, пью кофе и жду следующий поезд. А это значит, что я снова отправляюсь в путь. В поезде я время зря не трачу, учу немецкий. Ну, пора же уже когда-нибудь взяться за ум. Друзья, а я еду в красивый город Баварии, а точнее Франконии. В город с элегантной архитектурой, в город с богатой историей, временами печальной, в город с уютными улочками и особенной атмосферой. Друзья, я в Вюрцбурге. Только вышла из вокзала, и это предвокзальная территория. Время в пути из Нюрнберга в Вюрцбург составляет 1 час 10 минут. И обратите внимание на трамвай. Трамваи здесь старинные, необычные. Вы только посмотрите, какая красота. И что мне нравится в Германии, что вокзалы расположены прямо в центре города. Выходишь с вокзала и сразу на прогулку. А знаете, чем еще славится Вюрцбург? Это один из главных виноградных регионов Германии. Здесь выращивают виноград уже много веков. Целая культура, традиция, история. Пейзажи такие, что кажется, будто ты где-то в Италии или на юге Франции. Виноградники на склонах, невероятная атмосфера. А еще Вюрцбург – это город студентов. Здесь находится один из старейших университетов Германии. И представьте, каждый 4-й житель этого города – студент. Молодежный, живой, вдохновляющий Вюрцбург. А сейчас я подхожу к рыночной площади, и вы обратите внимание, нет, не на это красное здание, а на вот это сливочное, нежно-желтое, барочное здание. Вау! Похож на дворец роскошной лепнины, настоящее украшение Марктплаца. Не так ли? Что в этом здании только не было. Вначале это был дом священника, потом оно служило таверной. Да, один хер. Но только не падайте в обморок от моего лексикона. Я не ругаюсь. Хер с немецкого переводится как «господин». И когда вы пишете письма в Германии, начинаете со слов «Damen und Herren» – «дамы и господа». Затем одна фрау выкупила это здание и сделала из него гостиницу с рестораном. И уже в 1952 году в здании расположились туристический офис и центральная городская библиотека. Неожиданно, да? А яркий фасад стал результатом указа княжеского епископа, который гласил: домовладельцы, украсившие здание в стиле барокко, освобождались от налогов аж на 10 лет. На фронтоне здания был установлен сокол, поэтому это здание называется «Дом под соколом» или «Соколиный дом» – «Фалькенхаус». Вышли мы из Соколиного дома и сразу же оказались на рыночной площади Марктплац. В средние века эта площадь была частью еврейского квартала. И во время чумы в XIV веке власти должны были найти виноватых. Да? И нашли еврейскую общину и обвинили их в распространении болезни. Квартал был сожжен, синагога уничтожена, а на ее месте позднее разбили эту площадь и построили часовню Марин-Капелла, часовню Марии. Это белое здание с красно-алыми кружевами. И мне кажется, что это дает знать о трагических событиях в прошлом. Зашли внутрь. Так выглядит капелла изнутри.
Сейчас на рыночной площади рынок, а по бокам магазины, аптеки, кафешки. Итак, вам для информации еще здесь находится университет и мемориал рентгена. Это лаборатория, где открыли рентгеновские лучи, превращенные в музей. А также здесь есть музей еврейской истории «Шалом Европа», выставки, рассказывающие о 900-летней истории еврейского присутствия в Вюрцбурге. Сверху фонарики как будто пляшут под музыку. Интересно оформленная улочка. Я сделала вывод, что Вюрцбург надо рассматривать в деталях. А это что за красота? А ну-ка, надо заглянуть. Вот так, друзья, увидели его неожиданно. Вот так гуляешь по улочкам, выходишь из переулка, и на тебе буквально выпрыгивает огромный розовый, весь в вензелях красавец. Он как будто зажат двумя зданиями по бокам. Ну что, надо зайти. Нам же интересно. Друзья, только что прочитала, это церковь Ноймюнстер. Построена на месте захоронения Килиана и его сподвижников. Это ирландские миссионеры были, принесшие христианство в регион в 17 веке. Здесь их хранятся их мощи. Церковь, конечно, отличается от всех остальных баварских церквей. Честно говоря, я думала, что это, может быть, какая-то старинная аптека там есть, или какой-то старинный универмаг, или старинный банк. Здесь есть свой орган. Честно говоря, я про церковь ничего не могу сказать, не имею понятия, но могу рассказать, как работает орган. Он работает за счет подачи воздуха в набор металлических и деревянных труб, и разной длины и формы. И когда органист нажимает клавишу, открывается клапан, и воздух поступает в трубы. На потолке красивая фреска, а на стенах, что не во всех церквях здесь можно увидеть, есть картины. Погода чудесная, идем дальше гулять. Вот сколько шоколада здесь, Лин. А? У меня Вюрцбургский собор Килиана. Тоже достопримечательность Вюрцбурга. Итак, дом Килиана. В разные времена он использовался по-разному. Был и жилым домом для религиозных деятелей, также он был административным зданием епископов и местом паломнического приема. Сегодня дом Килиана, Килиан Хаус, используется как епархиальное здание. Здесь проходят встречи, лекции, образовательные и культурные мероприятия. Иногда здесь устраивают выставки, связанные с историей Вюрцбурга. Тоже заглянем внутрь, но ненадолго. Может, вам интересно? Смотри, сбоку без головы.
Справа вы видите в горшках оливковые деревья, а это значит связано что-то с Италией. Да, там итальянское кафе, в которое мы тоже зайдем, но вы уже его увидите в следующем видео. Хочу вам показать один чудной фонтан. Я вот так и не поняла, это циркачи или кто. Может быть, вы знаете, напишите в комментариях. Это черт, да, с рогами? Еще раз обратите внимание на трамваи, они тоже здесь чудные. Вы знаете, а Вюрцбург мне понравился, и он мне немного напоминает Регенсбург. А на этой площади находится Ратхаус, ратуша Вюрцбурга, и представляет собой она строительный комплекс в старом городе, расположенный по 5 адресам. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в 50-м году. Используется администрацией города. Самая старинная часть этого здания – это Графенкарт, башня. Боковое крыло слева от башни украшено изображением дерева, называется Грюнбаум и берет свое название от липы, которая росла перед Графенкартом, перед башней. В средние века суд проводился под этим деревом, а затем осужденных отправляли в темницу, в башню эту. В 15 веке башня была достроена до сегодняшней высоты, и на ней были установлены первые в Вюрцбурге общественные часы со словами «Carpe diem» – «Наслаждайтесь днем». Надпись под замечательными солнечными часами направлена против гордыни. Ни один человеческий дух не может остановить движение Солнца, Луны и звезд. К ратуше прилегает еще одно административное здание – Красное здание, построенное в 17 веке и тоже является частью ратуши. Ну а мы направляемся к старинному знаменитому Вюрцбургскому мосту. Ах, какая красота, а какие виды! Это старинный пешеходный каменный арочный мост через реку Майн в Вюрцбурге. С моста вид на старую резиденцию епископов, на эту крепость. Есть еще и новая резиденция, а ее вам покажу в следующем видео. А там какая красота, какие комнаты. Это дворец. Там есть отдельная комната Наполеона, спальня Наполеона. О ней я тоже вам расскажу в следующем видео. А еще там есть целая коллекция картин с изображением турецких султанов. Вы представляете, где султаны и где резиденция Вюрцбурга? Это я вам так тактично намекаю подписаться на канал, чтобы не пропустить мое следующее видео. Вам не трудно, а мне приятно. Отошла от темы, да ладно, вот. Сейчас это Майн, мост, фонари, скульптуры, крепость. Быстренько так перебежала на другую сторону моста, чтобы показать вам виноградники. Видите вдалеке? Вюрцбург славится своими сортами винограда. Ну, чем вам не Италия? Этот старый мост Альт-Майн-Брюке вплоть до 19 века был единственным мостом, по которому можно было пересечь Майн и перейти из старого города Вюрцбурга к крепости Маринберг, которую я вам показывала. Можно спорить о том, является ли этот старый мост через Майн самым красивым соединением двух берегов реки в Германии, однако он бесспорно самый набожный. На мосту, заложенном еще в XII веке, выстроились статуи религиозных деятелей выше человеческого роста. Каменными взглядами они внимательно следят за потоком пешеходов и охотно позируют перед фотокамерами, правда, всегда с одним и тем же выражением лица. Первый романский каменный мост появился здесь еще в 1120 году. Он неоднократно страдал во время наводнения, а также получал повреждения от голландских бревен.
древесины, которую сплавляли по Майну и Рейну в Нидерланды. Дошедший до нашего времени этот старый мост, который мы видим сейчас, возвели в XV веке. А в XVIII веке один епископ с южной стороны старого моста установил фигуры 6 святых. И 10 лет спустя уже другой епископ дополнил северную сторону другими 6 фигурами исторических личностей, королей и епископов, оставших свой след в истории Вюрцбурга, например, император Карл Великий. На мосту находятся скульптурные изображения 3 ирландских миссионеров, о которых я вам говорила ранее. Это епископ Килиан и его сподвижники. Друзья, обратите внимание, прямо рядом с мостом жилой дом. И жители этого дома каждый день могут лицезреть этот вид на реку Майн, на крепость, на мост. Мы перешли на другую сторону реки Майн, и здесь такая старинная галерея искусств. Как раз отсюда начинается путь на подъем в резиденцию старинную, да, на эту крепость, которая была видна с моста. Вернее, есть 2 пути. Один короткий, другой подлиннее. В общем, в следующий раз мы тоже туда поднимемся. И там, говорят, шикарный вид на город. Здесь, видимо, есть какая-то кофейня. И действительно, здесь кофейня, но не обычная, а халяльная. И написано здесь на арабском языке. Нашли мы здесь арабское кафе. Здесь что? Вот напитки, да? Именно, чтобы с собой взять, с собой взять, да? Ну, тут только это. Ну, посмотрим, что там. С таким видом мы пьем кофе. Вернулись обратно на другую сторону реки Майн. Впереди вы уже знаете дом Килиана. Слева вы уже тоже знаете ратуша с башней, с часами. И возле церкви, которую вы уже тоже знаете, здесь вот такое шоу интересное. Что-то парень-гимнаст не так пользуется спросом у зрителей. Все разошлись. I heard you say Этот фонтан тоже интересный. Здесь, кстати, льется питьевая вода. Фонтан называется Хеккербрюнер. В 1973 году в честь 200-летия универмага «Зайзер» в Вюрцбурге владелец компании «Зайзер» старший пожертвовал городу 35 тысяч немецких марок на фонтан на территории своего бывшего торгового здания, которое находится здесь же рядом. Так выглядела площадь раньше.
Друзья, сегодня я иду в гости к родственникам недалеко от Вюрцбурга. Вы думаете, мы до сих пор в Мекке? А нет. Мы в гостях у родственников и будем сегодня пробовать такой замечательный салат. Ну, вы уже поняли, да, что это цезарь? Это вот прям как по-турецки. И шах-плов. Красота! Ну, куда же без чая? И это все для меня одной. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Пришло время попробовать дубайский шоколад ручной работы. Вот так он выглядит. Ну, знаете, вкуснее, чем покупной. Конечно, может, в Дубае он и вкусный, но то, что мы берем здесь, лучше вот дома так готовить. Красота, природа, тишина, птички поют. Вот такой лесной дорожке, тропинке мы идем в магазин. Релаксируем, приятное полезно совмещаем. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Ну, к нам плывет, да? К нам плывет. Идем, идем, идем. Не знаю, такие большие. Где рыба? А, да, вижу, вижу. Вон Надо было красная. хлеб, вот, видишь? Ага. Надо было хлеб взять, они сразу Komm сюда noch ein подплывают. bisschen. Komm, 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 komm. Вот еще. Fliegen, fliegen. Вот еще. Учи. Мама. Fliegen. Bok, bok, bok. Ну давайте все в кадр войдите. Bok, Все bok, хотят bok, попозировать. bok, bok. Fisch. Тихо. Brot werfen. Нельзя. Mama. Brot steht, dann musst du mal umnaschen. Schwarz-weiße Brot. Хлеб уже. Угу. Смотри, Рыба, хлеб большой. какая вода прозрачная. Gut, gut, gut. Большие, видишь? Покажу. Но они невкусные. Ja,
burada Я думала, что это бревно, а там Мама, оказывается, секрет. ковры прям. Мама, Вот еще одна подплывает, смотри, видишь? mama burada şökrötede. Плыла. Mama burada şökrötede. Şökrötede. Мы хлеба не взяли, ладно. Нельзя В другой раз. Нельзя, да? Bak 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 Ну, bak мы bak иногда bak. ходим. Вкусно, сладко. Попробуй. А тут это, посуда недорогая. Посуда недорогая. Может, мне здесь взять чашки? Алло. Зашли в комиссионный магазин, а здесь новая посуда. Целый набор, чайник, чашки, 6 штук. Чайный. 20 евро. В таких коттеджах живут беженцы. Давай потом кофейку сделаем и посидим, да? Красивенько это. Хочу немного вам показать жилую улицу с жилыми домами, как немцы украшают свои огородики, свои дома.
друзья, возвращаюсь домой. В следующем видео вы увидите шикарную резиденцию вюрцбургскую. Сейчас вам покажу ее снаружи. Вот так она выглядит. Итак, я уже дома в Нюрнберге, и это вид из моего балкона. Я пью кофе из моего нового немецкого фарфорового сервиза из Вюрцбурга.